Дорогие друзья, всем здравствуйте! Отличнейшая погода. Конец какого месяца, знаете уже? В курсе, что уже лето на носу? Между прочим, июнь месяц уже, ребят. И прошло буквально 8 там с копеечками, да, там несколько еще дней. В общем, 8 месяцев с момента, как мы сняли крайний ролик по проекту «Ласковый берег». Многие вообще тогда не вкурили, что это за тема. Ты стример, что ты вообще хочешь? Проект рассматривался мной как инвестирование, то есть финансов в строительство и, соответственно, покупка, то есть приобретение там, не покупка, наверное, правильно сказать, приобретение там дома, в котором я буду жить. В принципе, прошло 8 месяцев. Многие меня там начали подкалывать, что, Лех, там все затихло, что там не зашло, бабок не хватило. Всего хватило, все хорошо. Сегодня выдвигаемся туда. Обязательно в самом первом комментарии, ну или просто в описании, давайте в описании, вы увидите ссылочку на предыдущий ролик. Сможете сравнить, что было, что стало. Прошло, 8,5 хорошо месяцев. Я думаю, будет интересно посмотреть и есть с чем сравнить. Итак, ласковый берег, ласковый я, все ласковое, выдвигаемся. Дорогие друзья, 2024 год также внес небольшие, но очень приятные изменения в Ласковый берег, в наш поселок. Помимо вот этого вот, смотри, вот на каждом участке есть свое крытое место под автомобили. Так? То есть как бы здорово, классно, приятно. Но мы решили убрать один дом в самом начале. То есть мы просто взяли и убрали, как вот вы видите, разработали огромный-огромный участок. Кто-то спросит, подо что? Смотрите, забор, въездная группа. И это будет гаражный комплекс. То есть там вы сможете хранить свои квадроциклы, мотоциклы, гидроциклы, я не знаю, самолеты, парапланы, парашюты, ну и все остальное. Очень приятная вещь. Также сможете приобрести, в общем-то, в собственность, ну или там, я не знаю, в аренду, еще как-то. В общем, все подробности найдете на сайте Ласковый берег. Поехали дальше. Солнце светит в правый глаз. Добро пожаловать прямо к нам на канал. Спасибо, кстати, за лайк. Ребят, мы находимся напротив 8-го участка. Вид с коптера вы уже увидели. Давайте посмотрим с земли. Итак, здесь все очень просто. По правую руку от нас, с той стороны, дома находятся на финальном этапе, то есть там идут где-то внутренние уже отделки, мы сейчас туда дойдем, обязательно посмотрим. Здесь это просто коробки, то есть уже возвели 5 коробок, далее гараж, который вы видели, значит, гаражный комплекс. Здесь идет выборка грунта, вот они вот все участки, и вот уже, собственно, материал для постройки также коробок и всего, в общем-то, к ним прилегающего. Значит, все, в принципе, довольно просто. Для чего все это делается? Для того, чтобы, когда вы купили дом, соседи не сверлили, вот это вот не начиналось. Давай, Серега, подавай плиту, да я сейчас упаду, да вот это вот. Вот это начинается, да? Вы просто заехали в дом, все, у всех все хорошо, у всех все сделано.
Понимаете, то есть не будет такого, что постоянно здесь у соседей перекопано, грязь, пыль летит и все остальное. Вы просто приехали, вы купили дом, вы отдыхаете. Это очень важно. Поэтому все происходит параллельно. Поставили коробочки, перешли сюда, здесь сейчас сделают. Также ребята поставят коробки, и потихоньку мы выйдем уже в чистовые работы. Пойдемте дальше. Дойдя до 14-го участка, мы можем с вами обратить внимание, что на соседнем участке идет как раз нанесение смеси, выравнивание стен у дома. Делается все по технологии, так как делают это все в утренние и вечерние часы и не на солнышке, чтобы смесь набрала свою крепость. В общем, я не технолог, но я думаю, все это кто надо, тот понимает и знает. Так что вот так вот, кто спрашивал, выравниваются, ребят, стены у дома. Пожалуйста. Друзья, мы находимся сейчас у 17-го участка. Кстати, он уже тоже продан. Значит, что мы здесь можем увидеть? Мы здесь можем увидеть уже финальный этап домов со стеклением, со всем остальным. Здесь уже они покрашены. Там идут уже чистовые работы под white box. Ну и, соответственно, на примере одного дома, пока у нас есть такая возможность, мы можем показать не только, как выглядит white box и что мы конкретно делаем, а еще и сам дизайн-проект, как люди придумали, как они будут что обставлять. То есть для наглядности картинки вы можете увидеть, какой будет готовый дом. Сдается он уже, кстати, в сентябре. Пойдемте смотреть. Мы находимся на крыше одного из домов, который уже находится ближе к финальному этапу строительства. Ребят, в тот раз мы, к сожалению, не смогли это понаблюдать. Как вы видите, тоже были вопросы в комментариях под тем роликом. Поле. Что вообще за поле? Как вы знаете, недалеко здесь совсем находятся земли конюшни Добромыслия. Именно вот эту вот землю они обрабатывают, засаживают овсом, другими какими-то культурами, ну и, соответственно, распахивают, то есть все здесь делают. Этот конный комплекс существует уже очень давно, так что вот это вот все, что здесь вырастет, кормят они лошадок. Отвечаю также на вопрос. Просто опусти камеру, и я покажу. Вокруг каждого дома, вот здесь наглядно видно, идет дренажная система колодцев. Вот раз, вон там два, чуть дальше третий дом, вон она прокопана, видишь? 3, вон 4, так что с водоотводом проблем тоже никаких не будет, все предусмотрено. Ребят, я говорил то, что в дома можно вносить определенные свои какие-то предложения, решения. И вот как конкретно, кстати, в этом доме заказчик просто попросил убрать одну из стен. То есть он говорит, я здесь сделаю бар, здесь у него что-то какой-то там шест, там вот это вот будет, ну вы поняли, да? Как раз, кстати, выход на веранду на крыше. В принципе, очень круто, почему бы и да, очень крутое место. А теперь пойдемте и ответим на самые-самые интересные вопросы, которые вы задали под роликом предыдущим. Погнали! Ну а пока мы готовим ужин, Димочка там он плескается в джакузи, покажи, он обрадуется.
Все как обычно, короче. Вот, пока мы все это дело, ребятки, готовим, наверное, пора ответить на ваши вопросы, да, которые вы задавали под предыдущим роликом. Вопросы очень интересные, огромное вам спасибо. Давайте поясним некоторые моменты. Илюха 2816. 8 месяцев назад оставил комментарий. Лех, если ты каким-то чудом увидишь коммент, ответь, пожалуйста, на вопрос. Ты планируешь жить в одном из этих домов где-то в будущем или использовать дом как дачу для отдыха? Ну, смотрите, я отвечал на стримах, кстати, чтобы не пропускать стримы, не забывайте подписываться на Hard Insight телеграм-канал. Отвечал следующее. Значит, дом на сайте не отображены 3 дома, которые берем мы, сами застройщики. Скорее всего, это где-то в центральном коридоре будут дома, как раз вот, которые сейчас готовятся фундаменты. То есть я думаю, что мы там будем, так скажем, базироваться. Буду ли я там жить? Да, 100%. Я буду приезжать, я буду находиться, скорее всего, будет стримерская. По крайней мере, планы у меня вот такие вот, и видение у меня именно вот такое. В любое время года. То есть я вижу эти дома как всесезонные, то есть не только там летом я его буду использовать. Вот. Также хочу сказать то, что возможен такой вариант, что этот дом будет сдаваться. То есть я его рассматриваю еще и как недвижимость, которую можно сдать под сдачу. Это очень неплохая, интересная такая тема, потому что в зимний, мы смотрели период, начинается дом, там, я не знаю, 17-20 тысяч в сутки. Также есть компании, естественно, кто здесь этим заниматься будут, то есть можно, в принципе, они придут, примут дом, все остальное и так далее и тому подобное. Короче, кого заинтересует, потом обратитесь, на все вопросы, в общем-то, я вам тоже отвечу. Очень неплохая такая финансовая модель. В месяц, я думаю, что этот дом не в сезон, ну, 1230-250. Я так думаю, эти дома, они отлетят, потому что просто нет альтернативы. Можете там в ЦАНе, где угодно глянуть. Я ничего такого интересного здесь подобного не увидел. Именно чтобы с видом, с доступностью, со всем остальным, ничего я такого не вижу. То есть тоже как вариант, почему бы и да. Так что, надеюсь, на вопрос твой я ответил. Евгений Сотников, надеюсь, правильно прочитал. Он здесь в комментарии. Лех, ты бы хоть прямо говорил, что видно водохранилище только с крыши и то краешек, а в окна вы будете видеть только соседей и поля. Слушай, ну давай так, если впадлу 2 минуты пройти до речки, ну, наверное, может быть, да. В зимнее время, в осеннее время, весеннее время, когда нет вот этой всей зелени, реку видно отлично. Я даже смотрел с 5-го, по-моему, или с 6-го дома. То есть проблем никаких нет. Со 2-го этажа сел почилить, посмотрел, в общем-то, шашлычки, еще что-то сделал. Не знаю, я не увидел каких-либо проблем. Паша вот 3804. Лех, интернет есть или нет? 2 провайдера. Я также под себя здесь завожу провайдер, то есть здесь 100%, когда буду стримить, уже все будет готово. Провайдеры будут делаться, по-моему, в течение 2 или 3 дней, они уже придут, уже есть заявка. С интернет, я думаю, что до 300 мегабит у нас здесь будет. Так что проблем с телевизором, с Wi-Fi и со всем прочим, я думаю, что тоже никаких абсолютно не будет. Сафар 7435. Здорово. Перед домами есть земли сельхозназначения. Ну, собственно, это поле. Я думаю, мы говорим сейчас за эти земли. Эти земли спокойно можно переоформить и начать продавать. У нас в деревне такая ерунда случилась. Земли, которые раньше были для сельхозназначения, сейчас тупо продаются людям. Мы покупали участок практически в лесу, сейчас практически трасса. Ну, я, наверное, в том ролике говорил, ты не обратил внимания, то, что водоохранная зона здесь 200 метров, если что, от Истры. Это раз. Во-вторых, здесь идет разлив реки, это еще 50 метров. Это все тоже можно посмотреть. Это все в свободном доступе. Да, и, кстати, у этой земли уже есть владелец. Можешь посмотреть, наверное, невнимательно глянул. Это конюшни Добромыслия. То есть они их уже используют, они уже есть, и это не 1 год они их используют. Так что будь внимательным. Рок 88 3 семерки. Здорово, мужик. Вопрос твой здесь. Вопрос. А в домах канализация, как в городе, тоже присутствует? Это очень интересно узнать. Слушай, ну ответ на вопрос очень простой. Наверное, просто не смотрел предыдущий ролик. Давай еще разочек, я тебе напомню кадры. Ребят, здесь есть у нас канализация. Все дома уже оборудованы. У нас, получается, это правильно называется локальные сооружения, ливневая система канализации. И фактически при эксплуатации жители будут пользоваться так же, как и в квартирах. Это вот я прям зачитываю, как это правильно вообще. Как бы я просто не строитель, как это вообще должно быть. Короче, у всех есть на каждом участке уже септик. Все это дело очищается, прочищается и сливается в общую канализацию. Туда
непосредственно уже где гараж к первому участку. Юзер и очень-очень длинный ник. Привет, спасибо за вопрос. Если там вода рядом, там комары не замучают. А так место огонь. Если Леха говорит, что качество домов топовое, то идеал. Ну, я думаю, даже нахваливать что-то не нужно, когда сам здесь будешь жить. Ну, то есть это ответ на любые вопросы подобные. По поводу комары не замучают. Пс. Не реклама. Длинный ник. Привет, юзер, там такой-то, такой-то. Леха, а как прогревать такую красоту? Зимы-то у нас холодные. Слушай, ну у нас прошла программа социальной газификации, каждому дому подведен газ, так что пользуйтесь на здоровье. Юзер такой-то, такой-то. Привет. Лех, работай газовщиком, и именно моя бригада прокладывала газ к этим домам 8 месяцев назад. Это ты прям сразу посмотрел. Хорошие дома и место, не знал, что ты в это вложился. Красава. Спасибо огромное за похвалу. Тогда еще, наверное, ты увидел совсем мало домов. Слушай, ну, спасибо за работу. Очень круто, очень классно, что и в этих сферах у нас есть подписчики. Большой привет и удачи. Следующий комментарий. Перец 542. Мой один из самых любимых комментариев. Все огонь, кроме террас. Терраса — это эксплуатируемая крыша. Терраса. Проектировщик явно не жил в доме с такой террасой или по соседству с ним. Первое. Каждый вечер эти террасы будут превращаться практически в общественную баню, так как все соседи будут видеть всех соседей, кто что делает, кто что пьет и с кем. Или красивая соседка захочет позагорать. А в соседних домах детишки резко захотят что-то поделать на террасе. Под детишками можно подразумевать все, что угодно. Понятно. Мы все люди взрослые, все понимаем. У меня сосед построил дом с такой террасой, и как же бесит, когда он с нее видит весь мой участок, особенно когда он сидит там и пьет вино с женой. А ты работаешь по участку и замечаешь боковым зрением, что они смотрят на тебя. Решение. Заглушите одну из сторон светопропускающим, но непроницаемым материалом хотя бы в 1,5 метра. Сидящих людей не будет видно, чтобы визуально отделить зоны. Ты знаешь, я вот не хочется выражаться и как-то ругаться. Давай отвечу в шутку. Мы люди без комплексов. Можем и в трусиках, как говорится, на верандочку выйти, а можем и без, кстати. Ну да. Ладно, если без шуток, ребят, если кому-то не хочется видеть других людей, во-первых, давайте объективно, это безопасность. Кто жил в загородных домах, где-то в Жопинске, либо где-то в каких-то поселках, все прекрасно знают то, что вот эти вот заборы километровые, 8-метровые, как это многие делают, они до добра никогда не доводят. Потому что потом ау кричать ты будешь кому угодно, но просто будет некому. Если, конечно, не дай бог, что-то случится. Это первое. Это я говорю как человек, который пожил в загородных домах не 1 год, а пол своей жизни. Значит, следующее. Если у вас есть какие-то с этим проблемы, в плане того, что вы не хотите никого видеть, у вас есть на это полное право, вы можете высадить те же самые туи. Все это стоит недорого. Я думаю, что мы с ребятами на эту тему поговорим. И прекрасная абсолютная идея. Не надо никакие каркасы стеклянные, как ты там написал, строить светопропускающим материалом. Это все будет нагреваться и так далее. Живая изгородь — это самое лучшее, что вообще в принципе может быть. Люди, которые покупают себе здесь дома, я думаю, они себе в состоянии высадить там 10 туй с одной стороны. С каждой стороны высадили, вопросов нет, если у кого-то есть проблемы. Захотели себя закрыть, сделайте с 2 сторон, вас никто не видит, не слышит не будет. Вообще начинаете с ума сходить, я не знаю, высадите себе, я не знаю, баобаб, тростник, бамбук, еще что-то. Вариантов решения огромное количество. Это ваш дом, вы можете, в принципе, делать все, что угодно. И закрыть каким-то стеклом матовым, еще чем-то. То есть сделать себе как перила. Я бы себе сделал, допустим, так, чтобы, краешки вот эти вот не упасть. Просто взяли, сделали стеклянные, знаете, как вот битое стекло делают. Очень это модно сейчас, красиво, очень круто смотрится и обслуживать очень удобно. Сделали битое стекло, перилки, их не будет видно, все будет закрываться, проблем, я думаю, что никаких не будет. Ну, а там уже полет фантазии, я думаю, что он безграничный, опять же, для людей, кто там комплексует, либо просто хочет в тишине побыть. Но, повторюсь, так как здесь будут в основном люди жить full-time, я не думаю, что здесь кто-то прям будет
бесноваться, я это не исключаю, как бы, но сам факт, то, что сюда люди приезжают, во-первых, не всем здесь дома продают, давайте я вам так скажу. То есть, допустим, здесь молодняк приходил у нас, ребята, без обид, там, кто себя узнал, им отказали, потому что сразу они сказали, то, что здесь будут тусовки, здесь будет автопати, хентай-пати и все остальное, то есть, ну, здесь будет весело. Нет, здесь немного контингент другой собирается, люди, которые готовы вместе, так скажем, где-то общаться, двигаться, лодочки, катера, яхточки, где-то какие-то прогулки совместные на квадроциклах, гидроциклах и так далее. То есть это, ну, контингент немного другой. Вот, поэтому как-то так. Ну, в принципе, для молодежи, для адекватной, кто для себя берет, почему не приехать, почему этот, опять же, дом не сдавать, либо просто не как инвестиции использовать, купить и продать его здесь. Я думаю, что 35 миллионов он будет стоить спустя там 1,5-2 года, может быть, даже меньше. Поэтому выбор за вами. Друзья, по поводу крыши. Как крыша? Как она будет эксплуатироваться? Где какие сливы, не сливы и так далее и тому подобное. Кстати, вот я сижу и на них как раз вот смотрю на эти сливы. Как она делалась? Давайте так я вам скажу. Рубероид здесь никто не катал. И не люди с улицы, которые вон, иди сюда, на, делай. Давайте я вам просто включу ролик конкретно с этого комплекса. Кто делал, как делал. И я думаю, вопросы все сразу отпадут. Поехали. Ну что ж, видеоролик подходит к концу. Хочу подвести итог всего нашего разговора, всей этой нашей поездки и съемок. Ребят, у нас на 60% уже закончено, в принципе, все строительство, то есть все, что мы планировали. К 4-му кварталу 2025 года мы идем четко по графику, будет полное окончание всех работ, то есть все дома введены в эксплуатацию. На данный момент продано уже 5 домов, 3 дома находятся в аренде, ну и 3 дома наших. То есть в общей сложности осталось 8 домов свободных. Можете их выбрать, посмотреть, кому интересно. Значит, что касаемо пирса, берега и всего остального. Смотрим сейчас разные варианты. Я думаю, что в этом году нецелесообразно строить пирс. Следующий год, это начало, естественно, года, то есть где-то весна, начало лета. Хотим сделать пирс, на котором уже будем отдыхать. Это, ну, куча есть на самом деле макетов, нам прислали предложения, блин, очень крутые есть варианты, знаете, такие вот с продольным, с длинным пирсом, с ответвлениями, я не знаю, как это правильно называется, просто, короче, очень красиво, в светлых тонах, такие, знаете, прям где босичком так вышел и, короче, посидел, покайфовал, позагорал, очень крутая будет прибрежная зона, это прям, ну, в первую очередь для себя, конечно, делаем. Я думаю, все оценят, всем понравится. Я считаю, что это лучшая концепция, которую мы изначально взяли. Концепция вообще этого проекта «Ласковый берег». Кстати, уже есть улица даже «Ласковый берег». Можете прямо в навигаторе вбивать, ну и, соответственно, приехать своими глазами посмотреть. Концепция вообще очень крутая. Чем? Тем, что не нужно будет какие-то непредвиденные расходы вкладывать. То есть вплоть до всяких сливов, отливов, все вот эти вот дренажная система, общая канализация, все остальное. Сейчас 1 июля, я забыл совсем сказать, то, что первые 5 домов, то есть это вот с 19-го, точнее получается с 20-го и в ту сторону, вот 5 домов, они уже будут сданы. То есть люди уже ждут, у них делаются сейчас чистовые работы, то есть там уже прям вот, я думаю, на картиночках вы все видели, это будет просто потрясающе. Кстати, проект со светлым домом мне безумно нравится, возможно, что заберу его просто себе и такой же вот себе домик сделаю, потому что, ну,
просто, я не знаю, как где-то за границей. Очень крутая идея, очень крутая затея. Я думаю, что это не сильно прям дорого встанет. Поэтому очень круто, когда приезжаешь, реально сделано по совести, круто, приехал, кайфуешь, отдыхаешь. Естественно, абсолютно любой загородный дом, это есть какие-то вложения в плане там почистить снег, захотел, сам вышел, почистил, захотел, я не знаю, здесь у компании обслуживающей, да, там попросил, сказал: ребят, почистите мне крышу, я там с друзьями, с ребятами приеду, или там в въездную зону. Дорога общего пользования, да, то есть, которая будет тут асфальтирована, идти вдоль всех участков, естественно, она будет чиститься, то есть обслуживаться, здесь никогда не будет такого, что там кто-то выехать, заехать не может. В первую очередь, повторюсь, потому что я здесь сам буду жить, и как бы, кто-то здесь будет жить вообще семьями, кому-то в сад, в школу отвезти, привезти, то есть, это уже дело принципа. Ну и, конечно, очень круто сделали с гаражом. Если быть откровенным, это просто вот такая вот идея, я не знаю, где еще такое есть, по крайней мере, я не встречал. Может быть, где-то там в крутых каких-то местах есть, когда все лодки, вся твоя техника хранится здесь же, то есть совсем рядышком. Почему сделали где-то примерно на 10 мест? Просто тупо потому, что, я думаю, что половина это не нужно будет. Ну, остальная половина просто заберет. Я себе точно там место возьму, потому что, мотики, какая-то другая техника, все там, все под охраной, то есть проблем никаких нет. Ну и по поводу вот этих вот всех заборов, да, то, что я сидел, прикалывался, отвечал на вопросы, там, вот эти вот огромные заборы. Вы знаете, честно, я нажился в том месте, где заборы 5-метровые. Просто надоело. Просто вот откровенно вам сказать, надоело. Надоело, и не хочется, я не знаю, вот постоянно думать, знаешь, что ты в какой-то коробке живешь. Ты ничего не видишь. Мы всю жизнь прячемся за тонировкой, за этими бесконечными заборами. Сейчас, дай волю, здесь начнут городить, кто наш во что гораст, понимаете? Захотели себе отзониться, захотели, не хотите никого видеть, возьмите себе на крыше реально туями, какими-то другими декоративными, да, материалами отделайте. Все, вы не будете никого не видеть, не слышать. Можно там сделать вообще полностью такую офф-зону, да, приватную, в которой никого не будет ни видно, ни слышно. Даже можно вообще все звуки убрать при желании. То есть, если вы просто хотите полюбоваться на закат и отдохнуть там с женщиной или там еще с кем-то, там неважно, там или дети у вас хотят отдохнуть, там голышом условно выбежать. Вот, поэтому как-то так. Очень надеюсь на хорошие вопросы. Также задавайте, спрашивайте. Я, ребят, еще раз повторюсь, я не строитель. Я обычный человек, я в этом не разбираюсь, я просто инвестирую в этот проект и просто здесь сам буду жить. Вот и все. Поэтому задавайте хорошие, качественные вопросы. Очень толково, очень круто. И приезжайте сами. Я всех приглашаю. Ребят, всегда здесь можете набрать. На сайте есть телефон. Ответы на все вопросы там найдете. Не нашли, приехали, посмотрели, вас за руку провели, все показали, рассказали. Скрывать нам нечего. Добро пожаловать в Ласковый берег.